Всем привет, это ICO Talk, меня зовут Елена, и сегодня у меня в гостях Ольга Амрай, учредитель и генеральный директор проекта Show Me Biz. И поговорим мы сегодня о мошеннических схемах против ICO-проектов, которые в последнее время имеют место быть. Ольга, добрый день, рада вас видеть на нашем канале. Здравствуйте. Да, ну что, Ольга, мы знаем, что вот недавно вы столкнулись с такой неприятной ситуацией. Расскажите нам, пожалуйста, как все было и как из ситуации вышли. Да, очень такая красивая, аккуратная картина, когда к тебе на e-mail присылают письмо о том, что крупные инвесторы готовы инвестировать средства и готовы прям выкупить ваши токены чуть ли там не на большие партии, да, там миллионами. Уточнили вначале, там, какой их личный профит, поскольку они как посредники между вами и инвесторами. Мы, соответственно, сказали, что у нас есть партнерская программа, все хорошо. После этого мы договорились именно на встречу. Они одно единственное уточнили. Говорят, смотрите, у нас кэш наличными. Мы сидели, думали, так, хорошо, я понимаю, что кэш. Мы уже договорились с ребятами, у которых обменники есть, и которые могли бы нам этот кэш одновременно перевести на эфир и, соответственно, завести в наш проект эфирами. Все очень слаженно, хорошо. И вот мы поехали на встречу в Милан. Хотя очень подозрительно, если сейчас откатывать время назад, я понимаю, что уже несколько несостыковок в начале было. Они говорили вначале, что они в Швейцарии. Так. И инвесторы Швейцарии. А потом на встречу почему-то назначают в Милане, в Италии. Да, то есть, оказывается, потом еще раз буду так параллель проводить, что мы не первые. И есть проекты, которые додумались уже даже эфиры перевести, чуть ли не все расскажу сейчас полностью про всю эту схему, как она работает. Вот. И у всех одна и та же картина. Инвесторы со Швейцарии, а сделки в Милане, в Италии. Вот. И оказывается, что там группа не одна, а их несколько таких работает. И работают по приблизительно такой схеме. Нас встретили в аэропорту на шикарном авто, все как положено. Подвезли гостиницы. А после этого, соответственно, встреча уже с этими посредниками. На встречу приехали немолодые люди, как мы себе представляем, да, обычно же молодежь занимается криптовалютой. Здесь приехали два дедушки, уже таких там лет, одному, наверное, точно за 70, второму где-то 69-8, да, дедули итальянцы. И вот они начали вести переговоры, убеждая, что все, наши инвесторы точно заинтересовались, наши аналитики ваш проект отобрали. Вы такие классные молодцы. Конечно, тебе, как создателя проекта, это льстит, не то слово. Безусловно, И да, и они единственное уже прямо говорили, что вот мы сейчас на 1,5 миллиона покупаем ваши токены, но одно единственное условие. Говорят, наши инвесторы хотят как бы токены покупая, но это же только токены. Они пока еще даже на рынке не торгуются. А вот им еще интересно где-то свои деньги в криптовалюту вкладывать. Помогите нам еще криптовалюту получить. Вот. Но я понимала прекрасно, что у нас как бы большого объема криптовалюты нет, но если надо, организуем. И вот мы с ними договорились, говорю, давайте мы обдумаем все и вечером встретимся. Вот мы с ними днем расстались. Мы расстались и вечером уже встретились на ужин. Встретились на ужин уже с их типа инвестором. И вот здесь срабатывает тоже механизм очень такой тонко продуманный. Значит, человек, который изящно выглядит там миллионером с такими бриллиантами, то есть очень так впечатляет тем, что там строго, четко по сделкам с тобой говорит, на какую сумму токены покупает, в общем, прям все-все. И тут снова такой, так сколько у вас эфиров есть? Или биткоинов? Снова подвисли в состоянии, да? Но мы им говорим, что мы нашли там обменники, мы нашли партнеров, которые вам там организуют эту сделку, не вопрос. Говорят, все, тогда встречаемся завтра на офисе. И сделка будет так. Говорят, вначале вы приводите эфир, а потом мы покупаем у вас токены. Наличные в офисе, привозите с собой машинку, свою счетную машинку. Внимание, свою счетную машинку. Сами считать будете, сами щипать деньги, да. То есть это все очень красиво. И там по-доброму, что мы безопасность обеспечим. И для того, чтобы вам было безопаснее, мы вас даже приглашаем в гостиницу. Вот у нас там нашего инвестора есть крутая гостиница 5-звездочная в центре, прямо возле нашего офиса. Там есть сейфы. Все, потом приезжайте, мы вам полностью все это оплачиваем. Приезжаешь в город чужой, тебе здесь полностью безопасность. Конечно, тем более, если оплачивают гостиницу, почему бы и нет? Пока все гладко, так. Пока все очень гладко, даже не поймете, что что-то идет не так. И на следующий день мы встречаемся в офисе. Мы уже организовали, еще раз скажу, своих коллег, которые торгуют непосредственно криптовалютой, у которых наличие было.
И смотрите еще, как договор. Вначале они говорили 1 к 1, допустим, там на 1 000 000 токенов, соответственно, 1 000 000 криптовалют. Я говорю, это очень много, у нас столько крипты нет. Говорят, хорошо, давайте на 1,5 миллиона токенов и только на 500 миллионов, на 500 тысяч, получается, криптовалюты. То есть 1 к 3. Но когда ты создатель проекта, ты понимаешь, что тебе прямо сейчас одной сделкой все токены, скорее всего, выкупают. Вот. То, в принципе, очень даже согласен. Появляется мысль такая какая-то, да? Так. Да. То есть чисто человеческий фактор, наверное, сыграл. И еще учитывая то, что мы точно согласовали, что мы же не свои токены, эти эфиры продаем, а обменнику помогаем, у которого есть наличие эти эфиры. Они курьера своего должны были прислать. Все договорились. Курьер уже билеты должен был брать. Все. Сделка должна была состояться в субботу. Но что-то у курьера пошло не так. И он билеты не купил, и нам надо было отстрочить во времени. Так. Мы приходим на офис, и я уже наперед понимаю, что сделка не состоится, потому что у нас эфиров нет в наличии. Мы приходим на офис, стоит огромный ящик с деньгами, просто огромный. Я не знаю, как от пылесоса большого, знаете, запичкан полностью деньгами. Мы уже купили машину счетную, нас подвезли на авто. Это ж водитель, который нас там в гостинице, куда нужно, туда возит. Вот с этим дедушкой, который нас встречал и с которым мы общались по скайпу, вот это он как бы был транзитом, да, таким. Да, получается, что есть у них как бы роли такие распределенные. Есть у них дедушка, который сглаживает обстановку. То есть он как бы между вами вроде как на вашей стороне играет роль. Хороший полицейский. Но есть вот это Хороший полицейский. Есть постановочная личность, вот это типа инвестор, который очень много раз говорил, что они работают именно с VIP-инвесторами. У них прям VIP-VIP. И что чуть ли не с украинским правительством они работают по криптовалютам. То есть они так это все постоянно говорят, вы там знаете, и называют какую-то фамилию. Говорю, говорит, а Тимошенко знаете? Я говорю, Тимошенко знаю. То есть они начали играть даже на такие личности, произвести впечатление, да? Вот, очень смешно. И в день, когда мы пришли к ним на офис, и у них вот этот там целый ящик с деньгами стоит, и они уже готовы к сделке, просто меня и моего партнера в разные комнаты посадили. Говорит, все, считайте со своей машиной. Говорит, слушайте, у нас эфиров с собой нет. И здесь началось самое интересное. Интересно, потому что у них сразу с добрых таких вот игроков сменилась роль на агрессоров жутких. Они начали продавливать, они начали орать, они начали кричать, почему нет. Почему, где, сейчас, вот прям сегодня, давай, звони, где там эфиры, давайте переводить. Я говорю, так купите вначале токены. Купите токены, мы посчитаем деньги, потом мы вам эфиры приведем. Нет, и начинают дальше. Потом они так немножко аккуратненько, да, встали. И я начала задавать им много таких вопросов наводящих, которые меня даже самого насторожили. А потом, Каких? Потом, вот это то, что помогло нам немножко избежать. Смотрите, первое, они говорят, что им очень понравился наш проект. Я говорю, а что вам больше всего понравилось с проекта? Вы знаете, наши аналитики что-то там анализировали. То есть все, уже пришло там склонение на какое-то третье лицо. Дальше, когда мы говорим, там, давайте вы покупаете эфиры, то есть что-то, или там токены, они говорят, нам вначале надо с инвесторами проконсультироваться. То есть получается, что вы вроде как сами взяли инвестицию, а тут уже начинаете... следующее, говорю, а можно мы в свою гостиницу поедем? Она говорит, нет, только в нашу. Я говорю, почему в вашу? Вот. И у них тоже начались, что там же безопасно, снова играют роль таких вот хороших, послушных ребят, что мы же вам безопасность строим. Я говорю, а можно мы вначале деньги возьмем, в безопасное место уйдем, а потом мы вам эфиры переведем? Да, но только с нашим человеком. То есть они делают все возможное, чтобы тебя сопровождать. Когда все время давайте сделку в банке. Да, говорю, давайте сделку в банке проведем. То есть наш человек поставит на счет в банке, да, и он говорит, нет, такое дело не пойдет, в банк нам нельзя. Это что? Это другая страна, здесь нельзя. Вот. То есть любые безопасные меры, они сразу опровергают, их это не устраивает. Вот. И когда мы уже с ними в этот день расстались, они нас заставили, говорят, давайте нам на пробу, чтобы мы видели, что вы в понедельник придете на сделку, давайте нам прямо сейчас присылайте хоть какие-то эфиры. То мы им там 3 штуки на пробу дали, соответственно, деньги назад мы их так и не получили. Вот. Но зато это стало нам, послужило моментом, когда мы смогли отследить вот этот кошелек, на который мы прислали, и дальше движение средств. И очень интересно, когда мы по этому кошельку, это же все-таки эфир, да, оно же все данные открыты, мы проследили, что там еще кроме нас есть у них 4 проекта с токенами. Да, потом одна из транзакций была буквально неделю назад, где ему там, где-то 350 эфиров кто-то перевел.
Вот, судя по всему, дальше ничего не было. Вот. И в момент, когда вот в воскресенье мы, как раз у нас был день для того, чтобы найти снова там курьеров, да, там наладить с нашей стороны, себя обезопасить, как эти сделки проводить. Мне дали статью интересную и говорят: Оль, такие ситуации уже были именно в Милане, вот по такой-то схеме, смотри. И вот когда мы начали анализировать эту схему, я смотрю, что доживю один в один. Просто один и в один. Потом, один в один, да. Только единственное, что там у ребят закончились ситуации немножко плачевно. Там было, две ситуации. У одних ребят, они все идеально, они посчитали деньги, привезли их в гостиницу, все, то есть вообще все просто чисто по белому. Ставят сумку в эту ячейку банковскую в гостинице, получается, а ключи от этой ячейки есть только у администратора и у вас. Так. И, соответственно, вы поспали утром, приходите за сумкой, забираете сумку, а там уже не деньги, а бумажки. Угу. То есть, судя по всему, в сговоре и сама гостиница, да, есть. Вот. Так даже, да. Да, я думаю, что именно так. Иначе почему именно эта гостиница, не другая? Есть же другие пятизвездочные, правильно? Тоже с сейфами. Ну, да. И мы вначале в другой гостинице поселились, а именно сюда они нас прям так заставили прийти, убеждая в том, что прям это безопасность пятизвездочная. И в 5 минутах от их офиса. Следующее, что они... Вот еще один проект, что у них было. Они поменяли гостиницу в другой проект, и они, в общем, их потом физически так прижали, что они с трудом только еще живы, живы ушли, вообще с этой стороны выехали. То есть ситуации могут быть абсолютно разные. Так, а у вас вот в итоге как все завершилось? Они у нас, в понедельник, когда у нас уже должна была быть сделка, мы к ним вызванивали, но мы уже начали продавливать свои условия. Я говорю: смотрите, мы будем эту сделку сделать только если мы ее делаем, первое, в банке, и потом они уже нам перезвонили, говорят: давайте в банке, но только берем виповскую комнату, совершаем там сделки в этой комнате. Вот. Но, я говорю: нам надо пойти в кассу. И они тоже опять начали, говорят: мы там 5 минут тайм-аут возьмем, перезвоним. Вот. То они потом, судя по всему, поняли, что на нас они не наживутся, что мы... еще тоже интересный момент. Они нам начали, знаете, как такая манипуляция, такая очень конкретная манипуляция. Говорят: слушайте, нас предупреждали, что в Италии сделки делать нельзя. Вот нас предупреждали, что вот прям в Италии всегда что-то будет не так, и люди здесь слова не держат. Вот. И это поэтому, они вам говорят? Они нам говорят. На что я начала смеяться, говорю: слушайте, так вы же меня сами призвали сюда. Я говорю: я вообще с Украины. Я говорю: что я здесь делаю? Я же приехала к вам. Они после этого говорят: то давайте сменим страну. Я говорю: давайте. Они взяли тайм-аут, опять перезвонили, говорю: давайте в Амстердаме встретимся. Думаю: так, у меня знакомые в Амстердаме есть, если что, и туда обменники подъедут с курьерами. Вот. А потом они снова начали продавливать. Я говорю: да, не вопрос. Едем в Амстердам, завтра в Амстердаме встречаемся, но мы сегодня завершим вот эту пробную сделку на 500 эфиров. Пробная сделка на 500 эфиров на $500 000. А потом уже поедем в Амстердам. Я уже начала играть под их правила. Говорю: хорошо, не вопрос, но давайте тогда сделку эту пробную совершим в банке. Да, как раз в понедельник, не вопрос. Вот. То они снова, они уже просто поняли, что... я говорила 2 варианта. Либо в банке, это первое, либо второе, что мы вначале продаем токены, я получаю деньги, я с деньгами ухожу в безопасное место без ваших людей, а потом мы приходим и совершаем сделку по эфирам. Или сразу мы взяли вас деньги, поехали, а потом начислили в течение часа. Только исключительно с их присутствием и с их человеком. И потом они просто сами перезвонили, и они начали еще, очень смешно, они начали продавливать так, что: Оля, мы узнали, что вы дружите с каким-то Дмитрием. Честно скажу, понятия не имею, за кого идет речь, но они, видно, такую историю придумали, что вы связаны с какой-то там криптомафией. Мы вас уже начали бояться. Мы сами сделки совершать с вами не будем. Вот наш этот Роберт, главный, который с красивым бриллиантовым кольцом и так впечатлял очень, вот он сказал, что он с вами дело больше иметь не будет. То есть они еще нас обвинили в том, что сделка не состоялась. Лучшая защита — это нападение, это называется, да. Именно так. Но вы на тот момент уже поняли, да, к чему все это идет? Просто хотели их на чистую воду вывести, да? Я правильно понимаю? Да. То есть я просто понимала, что или хотя бы верну там деньги за свитер эфира. Говорю: дайте мне деньги за 3 эфира. Вы что, думаете, что мы действительно вам деньги эти не вернем? Совершим сделку, мы вам отдадим. Говорю: да вы мне вначале дайте. Говорю: мне же в Амстердам за что-то поехать надо.
денег дайте, да. Но это как бы было бесполезно. Мгм. Абсолютно. То они вот так вот потом, они у меня даже не удалили с моего телеграма, они до сих пор у меня так есть, но уже как бы там пусто и глухо. И Потрясающе. когда, да, вот по этим форумам проходишься и смотришь еще, какие вот истории бывают, именно вот в этом ракурсе Виталий в Милане, то это не одна группа такая работает, их несколько по фото, но сценарий один в один. Поэтому не факт, смотрите, вот как я вижу, как могли расходиться, да, вот эти все события. Потому что, может, кто-то думает, что вот я сейчас умный, я вот сейчас уже знаю эту схему, поеду, возьму этот кеш, а потом как-то там по-другому переведу его. Вот, то в данном случае думаю, что они просто так кеш не дадут. Я думаю, что могут быть, ну, не факт, что и Конечно. милиция не с ними в связке, и потом ты в чужой стране с кешем на руках, тебе потом еще криминальное дело где-то ну, прилепят. То есть я бы, ну, просто, чтобы такие игры никто не играл. А Вот. вы Если бы это была как-то, чистая сделка, то они бы пошли на любую. Мгм. Да-да. да, вы как-то заявили на них в соответствующие куда-то инстанции, да, или так это все останется? Ам, ну, честно скажу, что нет, потому что у меня не было... Ну, на тот момент я не думала даже там фото делать, да, я не думала там геолокацию их офиса снять. Сейчас я понимаю, откатывая назад, что надо было этого делать и там предупредить себя в самом начале. У меня там есть фото автомобиля, который нас встречали на Ягуаре. Но это только авто и даже без номеров. Вот. Потому что мы так впечатлились, думаю, вау, класс, прям такой трансфер. Ну, я так Вот. понимаю, что у вас есть их контакты, и, собственно, Да, у имена. меня есть их контакты, но это, да, есть имена, но а ты приедешь к милиции, они скажут, а в смысле, а в чем проблема? Они нам деньги не давали, правильно? Мгм. Но я так понимаю, что и люди, которые, собственно, попали в эту ситуацию Да, перед вами, да, да, вот они тоже, я так да. понимаю, никуда не обратились, да, в итоге? Я думаю, что нет. Мне бы очень интересно было именно на них выйти, мне их список тех, как у них их ситуации разрулились, потому что я так понимаю, что где-то 350 эфиров, это, возможно, даже весь бюджет Проекта. вырученных средств, да, Мгм. проекта. И интересно, это ж, ну, это инвесторские деньги, правильно? Как мне дальше Конечно. проект живет. Да, Вот. это очень Поэтому интересно. можно Мгм. посмотрим. Ольга, а другие какие-то схемы еще сталкивались, вот помимо этой миланской, назовем ее так? К счастью, нет. Слышала о разных, но я понимаю, что сейчас именно, смотрите, там взламывать кошельки — это уже не факт, да, то есть их не взломают. А здесь вроде как ты добровольно-принудительно даешь. И даже если в случае ты потом скажешь: «Боже, все меня подставили, и вы там мне кинули на деньги в ячейку банковскую, ну, не ту сумму, да, или не те бумажки подсунули», они бы сказали: «Это не мы, это мафия за вами преследовала». Ага, Понимаешь? понятно. И все. То есть они вроде как мягко, аккуратно с этого всего вышли. И даже если бы потом было какое-то нападение, то они бы тоже это все красиво обрисовали, что это не мы, это мафия какая-то. Просто за вами Итальянская. охотилась. Мгм, мгм. И всё. Да, понятно. Итальянская, да. Ну, Поэтому давайте, очень смешно. да, давайте. Смотрите, еще как интересно. Мгм. Да-да-да. Резюме такое подведу маленькое. Да. Что я вижу? Они тоже несколько раз подали, мы впервые делаем эту сделку в Италии. Прям впервые. Но когда ты проматываешь картину, понимаешь, что они сидят в ресторане, общаются на итальянском. Они с обслуживающим персоналом, как будто они здесь каждый день бывают. И им там мило улыбаются и по именам называют в ресторане. Понимаете, то есть явно, что они не первый день здесь. Как они работают впервые в Италии, офис свой имеют, А, гостиницу а свою имеют. То есть это фальшь на сами они фальше. кто по национальности? Сами. Ну, они говорили, что из Швейцарии, Ну, но этот дедуля, он явно выглядит как нормальный типичный итальянец. мгм. Вот. Понятно. Да, поэтому такие вот схемы, я думаю, что просто на наши SEO-проекты со стран СНГ, потому что по нам, знаете, по ушам так приехаться можно. То Вот. есть И вы мы еще думаете, такие можем быть. что целью являются именно проекты из СНГ? Да, да, да. И причем тоже интересно, вот этот дедушка итальянский, когда мы сидели с ним в автомобиле, ехали, Мгм. то он нам, это уже вечером, когда мы ехали в субботу вечером на ужин, в пятницу вечером на ужин, так он сидит такой уставший, говорит: все, я так устал. Я так устал. Говорю: а что, why are you tired? Он говорит: у меня сегодня таких, как вы, было 4 проекта. Я понимаю, А, 4 проекта за один день. Схема он работает. устал, действительно очень устал. Да. Ольга, ну давайте вот как-то резюмируем, чтобы да, как-то помочь следующим возможным Да. жертвам таких схем. Вот, да, на что нужно обращать внимание, да, на что в первую очередь смотреть и как избежать такой ситуации, а если Мгм. ты уже туда попал, как из нее выйти? Да. Первое, когда тебе
пишут или звонят инвесторы с целью инвестировать, нужно смотреть обязательно на их бэкграунд, кто они. И нормальные инвесторы не всегда работают по чистым схемам. Допустим, если они понимают, что они покупают у вас криптовалюту, да, там ваши токены, то пусть сами подумают, каким образом они вам или на банковский счет заведут, да, или свифтом, или сами выкупят криптовалюту, как-то это криптовалюта. То есть они должны сами понимать, это их личная ответственность. Или же если вы им организовываете вот эту покупку криптовалюты, за которую ваши токены покупают, то тогда они должны идти на ваши условия, допустим, там, понимая, что ваша безопасность превыше всего. То есть они дают деньги, вы потом их как-то меняете, да, то есть есть курьеры. То есть это схема, когда, как у нас обычно, там, курьер получает средства, через часа 2-3 насчитываются эфиры. Если они сразу на такие условия не идут, значит, где-то здесь подвох. Вот на первое, что нужно обращать внимание. Да. Если вам пишут, звонят, что мы хотим ваши токены купить, то уточняйте, только токены или вы что-то хотите еще? Нам убедительно говорили, что только токены. Только токены, как бы за криптовалюту даже речи не было. Если бы они говорили ранее, я бы понимала, что я свои эфиры не продаю. Вот, а как бы с обменниками особо не работаю, обменника нет. То есть эти моменты надо в самом начале. В следующее, когда вы уже приехали, ну, допустим, там попали, потому что они сейчас в Италии работают, не факт, что завтра в Голландии не будут работать, да, или где-то в другой стране. Вот, то здесь нужно точно так же, вы приезжаете, и вам нужно, в первую очередь, когда они говорят, я там с Монте-Карло приехал на эту сделку, я говорю, я с Украины приехала. Монте-Карло вон час езды, а мне вон сколько, да. То есть как бы надо уметь себя тоже отстаивать. Следующее, задавать четкий вопрос, что вам в проекте понравилось конкретно, почему именно так, как будут совершаться сделки, да. Вначале токены, вначале мы получаем деньги, вначале мы их на банк заводим, а потом уже продаем эфиры, да, потому что эфир — это как вторая составляющая. То есть нужно четко понимать, в первую очередь, чего ты хочешь, как основатель проекта, а потом уже диктовать эти условия. И если вам говорят, что только в нашей гостинице, то вы сразу говорите, подождите, стоп, неважно. Даже если вам ее оплатят, они понимают, что они там $500 или там $1000 оплатили, а взамен получат вон на $500,000 ваших эфиров. То, я на это не повелась сразу. Я сказала, что я гостиницу оплачиваю сама, чтобы не быть перед вами в долгу. Говорят, ну хорошо, мы тебе потом при сделке оплатим. Ну это если схема, тебе говорят, гостиница, счетную машину покупаешь сама. И никаких там банков, никаких еще посредников. И чтобы ты только там сам был, еще переспросят, а точно никто об этом не знает, об этой сделке? Еще такая интересная ситуация была, да. С английским этот дяденька, главный инвестор их, не очень дружит. Вот. То есть он говорит на английском, но, судя по всему, пробелы есть. И когда я ему говорю, что мой партнер приезжает ночью 100%, что 100%, то он услышал как будто 100%. Он говорит, как? В смысле 100 людей? 100% already know about this? У меня такой шок был. Пока мы не позвали переводчика, он еще раз не перевел, да, потому что у него был шок. Он уже не знал, куда деваться, куда бежать. Куда прятаться, да. Да. Это было очень смешно. Очень смешно. Да, я обошлась, да, тем, что мы прогулялись по Милану, все было здорово, и, слава богу, живы-здоровы приехали, и деньги из наших инвесторов не потратили. Это самое главное. Вот это самое главное, да, Ольга. Ну что, спасибо вам большое, что поделились, рассказали. Я думаю, это будет очень полезная, нужная информация в первую очередь, для ваших коллег и для этого проекта. Спасибо вам большое. Вам удачи с вашим проектом. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали... Счастливо, пока. Да, я напоминаю, что сегодня мы беседовали с Ольгой Амрай, учредителем и генеральным директором проекта Show Me Biz. Подписывайтесь на наш канал и смотрите больше интересных интервью. Пока.